Мы все живем в 21 веке. Веке развитых технологий, машиностроения и уже развивающегося искусственного интеллекта. Скажите мне, вы правда полагаете, что находитесь внутри какой-то там реальности? Что смотрите на мир через щель в своей собственной черепной коробке? Что Бог, если Он и существует, является неким внешним оператором, который находится где-то там. И Он же наблюдатель, который наблюдает за той клеткой, в которой все мы пребываем. И если вы думаете, что это так, киваете своей головой и говорите «да», то это фундаментальная ошибка вашего восприятия. Ваши линзы, через которые вы смотрите на этот окружающий вас мир, просто загрязнены. На ней отпечатки ваших пальцев, которые вы называете своей личной историей, своим эго, своей кармой. Вы пытаетесь разглядеть источник света, не понимая, что сами являетесь этим светом и объективом, и пленкой, и камерой. Только одновременно. Давайте проведем мысленный эксперимент. Закройте свои глаза. Не физически. Просто отключите любые интерпретации. Прямо сейчас. Неважно, на что вы смотрите. Например, вы видите стул. Вы немедленно его маркируете. Это стул. Он деревянный, он старый. Вы создаете описание. Описание стула. С помощью слов, с помощью своих собственных мыслей. И это все шум. Уберите этот шум. И что тогда останется? А останется только чистая форма. А теперь давайте уберем и форму. И что останется тогда? А останется только ваше восприятие. А теперь задайте себе единственно важный вопрос. А кто сейчас смотрит на объект? Кто его воспринимает? И не спешите давать себе словесные ответы. Потому что любое слово – это всего лишь описание мира, но никак не сам объект. Это просто шаблон, ловушка ваших нейронных паттернов. Потому что ответ на самом деле находится в тишине, которая возникает после вопроса. И это вовсе никакая не личность. И это вовсе не эго. Это не персона. Это точка сборки. Чистый субъект. И именно здесь происходит синхронизация вашего восприятия. Внешний Бог и внутренний наблюдатель – это не две разные сущности. Это один и тот же процесс, наблюдающий сам себя в бесконечном количестве ракурсов. А вы – это один из таких ракурсов. Потому что именно через ваши глаза Бог наблюдает этот мир. Но вы отождествились с декорациями, забыв при этом, что вы все являетесь и декорациями, и сценой, и режиссером, и зрителем одновременно. И отсюда возникают ваши страхи, отсюда возникает ваше чувство отдельности от всего. И вы боитесь. Вы боитесь кармы, судьбы, смерти. Вы как аватар, который находится в симуляции и боится отключения сервера. Но сервер вечен. И вы никакой не аватар. Вы – это всплеск его внимания. Всего лишь какая-то вспышка, мгновение, которое решило поиграть в длительность. В длительность под названием время. Вы – это чистое, ничем не замутненное сознание. Вот вам всем практический протокол. Не медитация, не молитва, а это перезагрузка. Перезагрузка вашего сенсорного интерфейса.
Шаг первый. Выберите любой объект, абсолютно любой. Часы на стене и повторите про себя. Это не часы. И не пытайтесь понять, что это такое. Просто отвергните готовое определение. И это очищает. Это очищает палитру вашего восприятия. Шаг второй. Спросите себя, а кто сейчас это видит? Не я. Потому что я – это такой же ярлык, как и все остальное. Ищите внутри себя того, кто находится внутри вас до этого ярлыка. Кто знает о существовании «я». Кто стоит за всеми вашими словами и интерпретациями. Это подобно попытке увидеть свой собственный взгляд. И кажется, что это невозможно, но это не так. Вы, конечно же, не увидите его как объект, но вы им станете. Когда это произойдет, а это вопрос всего лишь времени и решимости, вы осознаете кое-что фундаментальное про самих себя. Нет у человека никакой судьбы, нет никакой кармы. Есть лишь неосознанные действия, порождающие волны в этой среде обитания. И проснувшись, вы перестаете быть генератором помех. Вы становитесь тем, чем вы всегда были. Вы становитесь океаном. Нет никакого предопределения. Есть только траектория, рассчитанная спящим разумом. И пробуждение. Пробуждение – это квантовый скачок за пределы всех вероятных линий. Нет никакой смерти. Есть лишь смена режима восприятия, смена мерности. Субъект не может прекратить наблюдать. Он может лишь перенаправить свой фокус. Путь к духовности. Путь к духовности – это иллюзия. Для того, кто считает, что он стоит на месте. И когда вы понимаете, что вы и есть дорога, и путник, и пункт назначения, то остается только один вопрос. Куда идти? Хотите вы или не хотите, но жизнь – это движение. И все, что вам остается, это двигаться. С полным осознанием того, что каждое движение – это акт. Акт творения целой вселенной. Вашей собственной вселенной. Рабы, грешники, душа на перерождении – все это устаревшие термины. Потому что вы – это локальная точка сборки, точка абсолюта. И осознав это, вы не станете при этом всемогущим. Вы просто перестанете мешать самому себе. Перестанете мешать самому себе наслаждаться этой жизнью и дышать полной грудью. Потому что мы все уже стоим на пороге, когда симуляция под названием «Матрица» подходит к своему концу. Не к концу света, а к концу невежества и неведения. Хотите вы или не хотите, но вы все скоро проснетесь. И это неизбежно. Потому что частота Шумана уже подходит к своей критической точке. А наше Солнце меняется. А вместе с ним меняемся и мы. И правда в том, все, что нам остается, это улыбаться. И больше ничего. Снаружи Бог, и Бог внутри меня.
В том нет сомнений, точно знаю я. Куда бы ни пошел я и зачем, повсюду лик Господень явлен мне. Я зрение Его, Его я слух, и выражаю, что сжинает дух. Я сеятель и почва для семян. Я сам Господь, и Божье тоже я. На что ни посмотрю, повсюду только Он, и я в душе своей в Него только влюблен. В смирении готов судьбу свою принять, в душе моей пожар мне не унять. Задай себе вопрос, а кто же тогда ты? Поверь в себя чуть-чуть, и сбудутся мечты. Нет кармы, нет судьбы, нет смерти на земле. Везде бессмертный Бог, и Он живет в тебе. Глаза свои открой, не дай себе уснуть. Господь внутри тебя укажет тебе путь. Ты с Господом един. Ты это осознай. Иди на Его зов, и ты найдешь свой рай.